Давайте перестроим все это теперь на чистовую. Итак, кривые нам пока не нужны, мы их скроем. Удалим историю. История нам тоже пока не нужна. Единственное, что хотелось бы немножко, конечно, подтянуть вот эти поверхности. То есть именно натянуть вот эти бленды. Триммер тоже. То есть совсем немного подтянуть. Вот эти семьи. Так. Дальше вот этот. Странно, что мы здесь не попадаем. Ну да ладно. Мы исправим потом. Так. Главное попасть здесь и здесь. Ага. Да, вот так. Вот. И соответственно немного подтянем здесь. Так. Чтобы попасть сюда в позицию, нам достаточно тянуть среднюю поверхность к обоим. Вот так. Прям историю. Тримим по нормали. Проверяем. Здесь все в порядке. Дальше проецируем кривую сюда. Лишнее спрячем. Вот так. Проецируем относительно вида. Нужен 0. Убираем спаны. Убираем спаны и видим, что CV-шки немного поехали. Мы можем применить блендинг и подтянуть остальные туда же. Проверяем. Удаляем историю и теперь делаем align тоже 2.
видим здесь сейчас есть ошибка. Сейчас мы ее будем исправлять. Смотрим, как выглядит у нас. Итак, чтобы поправить здесь тангенс исправить, нужно попробовать потянуть вот эту синюю, сразу попали туда, куда нужно. А вот это исправляется, оказывается, не так-то просто, но можно пробовать вдоль вот так. Так, это готово. Теперь с этой стороны сплит напополам, убираем спаны и проецируем по G0 для начала. Так, вот здесь мы попали. Значит, можно сделать Project Normal и дернуть CV-шку. Дергаем любую CV-шку, потому что, дергая одну, он автоматически пытается подстроиться и исправляет все ребро. Так, отлично. Вставляем историю. Перетримим. Теперь проецируем G2. И еще раз G2. Смотрим. Попали ли? Попали. Так. Это есть. Осталось перестроить этот сквер. Отображаем кривые. Так вот, перестроим. И самое последнее. Вот мне до сих пор не сильно нравится вот эта линия зебры. Как она здесь поджимается. И я уверен, что вот так. Вот. Вот. Отлично. Сейчас просто идеально. Теперь мне очень нравится. Так, отлично. Вот мы перестроили арку. Так она выглядит в чистовом варианте. Вот так выглядят поверхности. Скроем лишние кривые. Вот так. Давайте посмотрим, сравним с Mesh. Видим, что мы попали в Mesh. Нормально. А чтобы вот сделать бленд между вот этими поверхностями, предлагаю сделать такой вот прием. Значит, мы видим здесь, что у нас очень своеобразно направлены CV-шки между собой.
и что просто blend здесь не пройдет. То есть его желательно делать по Natural Edge, то есть не тримнутому ребру, да, чтобы у нас степень была минимальна, потому что если мы начнем проецировать на такую геометрию кривые, то у нас здесь толеранса не хватит, чтобы сделать просто и аккуратно. Вот, поэтому давайте попробуем. Во-первых, здесь смело можно уменьшить порядок. До 3. Интересно. Так, значит, придется перепроецировать просто. Вот, и поступим следующим образом. Мы будем использовать внутренние кривые для этого. То есть натуральные грани, не тримнутые, мы будем использовать для построения бленда между этими поверхностями. Единственная проблема в чем? Что при создании такой грани здесь мы не можем это сделать вот с этой поверхностью так же легко, потому что мы здесь не попадаем, как здесь, в кривизну. А хотелось бы, поэтому мы перестроим вот этот бленд так, чтобы он лег у нас так, как надо. Как это сделать? Мы можем сейчас применить просто Align и нажать здесь выравнивание по ребру. Подтянуть. Подтянуть уже мы не сможем, оказывается. Разве что вот так. Тогда мы теряем направление ребра. Вот. Сделаем следующим образом. Опустим вон где-то до сих пор и применим снова Align. Вот таким вот образом. Так, и теперь построим blend. Так, вот это можно удалить.
Так, нет, blend. Мне не нравится то, что у нас торчат хвосты. Давайте их отрежем. Вот, можно создать плоскость, лежащую на плоскости ZX, и ей отрезать вот такие симметричные поверхности методом intersection. Так, дальше. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть третья степень и пятая. И мы вручную просто построим натяжение, чтобы Алиас так не бинтовал против автоматических блендов. Значит, вторая степень. Подтягиваем C там, где они должны быть. Вот в чем самая большая выгода ручных таких блендов. Мы можем создать натяжение экстремально большое, но оно все равно будет работать на нас, так как нам это нужно. То есть теперь эти линии следуют друг другу. Понимаете? Итак, G1. Пробуем создать G2. Так как у нас сейчас четвертая степень, а для G2, как известно, нужно две серишки контролировать. Но вторая у нас общая и находится там, где нужно. Поэтому нам достаточно контролировать сейчас одну, чтобы выставить G2. Но, естественно, мы так не оставим, потому что не всегда удается сделать G2. Четвертой степенью, поэтому мы перестроим обе поверхности в пятую, и перед тем, как сделать align, сделаем align позиций между ними. Так, удалим историю, удалим наши кривые вспомогательные, проверим, получилось ли тут кривизна. Получилось. Я считаю, вот это отличный вариант. И вот это тоже. Не знаю, стоит ли пытаться что-то исправить. Вот таким образом. Потом мы удаляем лишние поверхности.
И делаем трим по нормали. Keep. Вот так выглядит наш бленд. Единственное, что мы здесь, скорее всего, не попали. Но это решается просто. Делаем антрим вот этой поверхности. Удаляем. Проецируем заново. Project. Так. Ну и давайте дернем на CD-шку. Вот так, отлично. Проверим R2 здесь. Да, попали. Гуляем историю. Делаем трим по нормально. Здесь у нас сохранилась G2, как мы знаем. Ладно, давайте дернем еще здесь. Смотрю, остались недовольны. Вот так. Вот так выглядит наша машинка сейчас. Intersection. Вот. Все, сохраняемся, дабы не потерять достигнутый прогресс. Если вам понравился этот видеоурок, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к группе в Фейсбуке и делитесь этим видео.